Здравствуйте, друзья! Сегодня пятница, 13 необычное время для шахматных трансляций 12:00, но Александр, видимо, человек занятой семейными делами вечером, поэтому мы договорились сегодня записать интервью в нашей рубрике «Ни слова о шахматах». Приветствую в студии Александра Гайщука. Да, Саша, привет. Привет, Илья. Добрый день, уважаемые любители шахмат. Любители шахмат, да. Ну что, у нас время наступает, похоже, второго карантина. Такое ощущение, по крайней мере, складывается. А шахмат становится все больше и больше. Я вот прочитал твои интервью давние. И оказалось, что ты давний апологет смены контроля, ускорения. Я прочитал твое интервью в «Спортэкспрессе» 2000 года после Кубка мира в Дели. И ты тогда уже говорил, что надо сокращать контроль. Вот сейчас, по сути, произошло то, чего ты хотел. То есть классики практически нет, и есть безумное количество блица, небольшое количество рапида, огромное количество буллета. И как тебе это изменение? Ну да, как сказать, так я доволен очень. Но единственное, что поздновато, то есть я уже разучился играть. То есть я думаю, сейчас я из всех контролей, наверное, хуже всего в блиц играю. Но при этом все равно удовольствие это больше всего получаю именно от блица? Да, да. Ну, буллет уже перебор, то есть у меня с координацией немножко, с мелкой моторикой, так сказать. А вот Крамник тут сказал, что буллет это бред, играть в него нельзя, это вредно, пользы никакой. Ты как к этому относишься? Ну, наверное. Ну, хотя не знаю, они сейчас, вот лучшие игроки, они даже вот по минуте, когда буллет, они какие-то приличные партии, по крайней мере, что-то шахматное. Просто они уже сейчас там по 30 секунд любят играть, но там это уже действительно другая игра. В принципе, наверное, он прав, но я так не был настолько категоричен. Ну, то есть это все-таки форма развлечения, да? Или ты это считаешь шахматом? Нет, в первую очередь, да. Да, в смысле развлечения. Развлечения, плюс сейчас как призы какие-то, плюс все вот эти матчи, спид-чес, да, на ческоме. Если матч более-менее равный, то судьба его именно в буллете и решается. Там с добавлением 1 секунда, но все равно, то есть, приличные деньги на этом разыгрываются, так что, не совсем. Я считаю, в целом шахматы это развлечение, а что такое шахматы? Для тебя это что прежде всего? Работа. Изначально, конечно, развлечение. В детстве, изначально же ты же не приходишь с мыслью, что вот я там стану. А вот, кстати, насчет детства. Ты в какой момент ты понял, что это твоя жизнь? Или ты не помнишь, в какой момент ты это понял? Не знаю. Наверное, как раз, может, после Дели какой-то первый такой, реально большой успех. То есть до этого ты еще сомневался, будешь ли ты шахматным профессионалом? А я не знаю, у меня какой-то такой характер, я вот так не думаю на такие темы. А как ты думаешь? Просто не знаю, сегодняшним днем, что ли, живу. То есть я вот это не понимаю, что я вот туда закончу такой-то институт, там потом, не знаю, замуж выйду, все женщин, там детей, а потом на старости, там, я не знаю, в Ниццу там перееду, или что. У меня вообще просто даже мыслей нет таких. То есть, я в целом отношусь, как будет, так будет. То есть, человек, знаешь, там предполагает, а Бог располагает. То есть, Но это не связано с верой в Бога, я думаю, да? Это просто связано с твоим характером. Наверное, да. А какое на тебя влияние оказала семья в плане того, что у тебя дедушка очень известный, так сказать, вице-президент Российской академии наук, был ученый, известный, совершивший какие-то открытия, вся семья глубоко математическая, физическая, так я понимаю, да? Они поддерживали увлечение шахматами? Дед всегда говорил, что просто нужно заниматься тем, что получается, тем, что нравится. У меня и получалось, и нравилось, да. Поэтому, не знаю, как раз я помню, какой-то был, консилиум, там, я не знаю, когда мне было лет 14-15, пытаться ли поступать в какой-то серьезный вуз или, шахматами именно в первую очередь заниматься. И тренера все говорили, не факт, может лучше,
В институте. физикой условно заняться, хотя я не могу сказать, что у меня какие-то были способности к физике. А вот как раз наоборот, дед всегда говорил, да нет, ну какая физика, ну как бы в чем-то уже какой-то уровень есть, что-то получается, ну этим и нужно заниматься. То есть никогда не было такого, что вот я физик, и ты должен, да, стать физиком. Никогда такого Ну, не тебе было. повезло сильно, скорее всего. Ну, может быть. Ну, я, например, точно так же в плане детей. Я никоим образом занятия шахматами не поддерживаю. То есть, нет, если вдруг человек будет влюблен в шахматы, ну, как бы я это переживу, это не трагедия, но и никак я это не поддерживаю. Да. Понятно. А какую роль, вот помимо шахматного образования, сыграл Анатолий Авраамович Обуховский? Он сыграл какую-то роль, вот как бы как второго отца, что ли? То есть он как-то вел тебя, не знаю, заботился о тебе на турнирах, там вот. Ну, наверное, но мы действительно очень много времени вместе проводили и на ну, в первую очередь, наверное, на турнирах, ну и когда в Москве мы, ну, занимались там регулярно, там по несколько часов, наверное, 2 раза в неделю в среднем. Поэтому, ну да, конечно. До какого возраста он с тобой работал вот так полноценно? Ну, я помню, еще вот в Вейконзе мы ездили году, наверное, 2002. То есть, ну, лет до 20, да. А потом? Ну, потом, ну, потихоньку просто как бы перестали работать. Ну, но отношения всегда поддерживали и до сих пор. Угу. Слушай, а вот команда тренеров, у тебя есть такое понятие постоянно? Или они все-таки с течением времени менялись под конкретную задачу? Да, нет Нет, такого. То есть нет такого человека, который с тобой там долгие годы? Ну вот как Хузман у Гельфана, да. нет. Или как там Нильсон у Ананда, потом Нильсон у Карлсона. Ну да, ну тут Да. Ананда, Нильсон у Карлсона. Да. Или как условно говоря, ну Никитин у Каспарова, ну тоже, наверное, нет, потому что они все-таки, ну, Каспару, наверное, было уже под 30, да, когда они перестали. Да. А мы с Быховским, ну, наверное, вот в районе 20 там. Угу. Слушай, вот еще вопрос от одного из наших слушателей. Как именно у тебя проходил переход из детских шахмат во взрослые? И вообще был ли такой у тебя вот момент, когда ты понял, что все, ты перешел во взрослые, большие профессиональные шахматы? Ну да, у меня вот странно в этом плане складывалось, то есть я сначала, ну, какие-то определенные надежды подавал, там, ну, вот я все время выигрывал чемпионаты России до 10, до 12, 14, 16. Но кроме этого, в принципе, никаких успехов-то не было, то есть я помню, я лет, наверное, не знаю, в 11 получил там какой-то рейтинг, там 350 примерно, после чего лет наверное, в 14 у меня был 330 рейтинг. И то есть, ну и как бы, в принципе, на меня совершенно все уже рукой махнули, ну что ничего не получается. А потом почему-то через 2-3 года у меня уже был 660. То есть, и вот вышел в этот полуфинал чемпионата мира в Индии. То есть, я не знаю, в этом плане странно складывалось. То есть ты как-то себе сам не можешь объяснить, как так произошло? Или просто созрел, накопил? Да мне кажется, просто у всех по-разному уж получается. Ну, если не брать каких-то ультра великих шахматистов, да, там как, ну, там Каспаров, Карлсон, ну, даже, например, у Фишера же, ну, вот он как бы был супер вундеркинд, да, там вот в 15 лет попал в турнир претендентов, да, если я не ошибаюсь. Да. А потом же, вот, ну, скажем, году 70-го, ну, ничего уж такого-то он не добивался. То есть, ну, он выиграл вот эти чемпионаты США подряд, да, какой-то бесконечно, больше, чем Петя. Ну, там наш, бесконечное да? количество, не было сопротивления у него там особо. Ну, как, ну, Ришевский там, не, ну... Ну, все-таки по сравнению По сравнению с ним, ну, да, по сравнению с ведущими, да. Но также... Ну, не было каких-то сверхуспехов, то есть больше все-таки пиар был. А потом вот он не играл, сколько, пару лет, да, где-то с 68 по 70 примерно, или там 69 по 71. Может быть, где-то после вот этого скандала там. Не, ну вот он перед 70-м он точно долго не играл. И вот он не играл, он буквально за 2 года, ну, может, 1 турнир сыграл. И вот что-то с ним произошло, после чего, ну, вышел на какой-то совершенно невероятный уровень. Причем, ну, уже же был у него возраст не такой какой-то особо юный, то есть, ну, уже ближе там к 30, наверное, да. Поэтому,
Ну, не знаю, мне кажется, просто у всех людей по-разному происходит. А ты, кстати, в одном из интервью говорил, что Фишер один из твоих любимых шахматистов. У тебя осталось это вот к нему какое-то теплое ощущение, и именно творческое? Ну да, ну у меня, я не знаю, мне так трудно одного выделить кого-то. То есть, если в целом брать, ну, наверное, Корчнова я бы взял. Ну, именно как-то, я не знаю, вот как человек, как, вот именно как шахматист, что, ну, что как-то можно с ним, ну, так сказать, себя сравнивать, потому что если взять там Каспарова, Карпова, Фишера, Карлсона, ну, тут видно, что другой уровень способностей, да, и как-то, ну, трудно себя с ними сравнивать. А с Корчным как-то можно, да. Ты сравниваешь себя и по шахматным способностям, и по характеру, наверное, да? Ну, наверное. По каким-то чертам, скажем, характера. Ну, наверное, да. Ну, я дело в том, что Виктора Львовича знал только уже в таком возрасте, ну, довольно, да, почтенном, поэтому мне сейчас трудно судить, да, я его не знал, ну, вот, в том возрасте, который сейчас. Но, может, и я таким буду, вот, ворчливым таким дедушкой. Нет, ну я больше имею в виду, что у тебя репутация человека достаточно прямого, и мне кажется, ты и есть прямой человек. То есть ты все-таки в большей степени стараешься говорить то, что думаешь, а не то, что нужно говорить. Ну, мне кажется, что в этом тоже, да. Ну да, я поэтому говорю, что в этом вы в чем-то похожи. Хотя характер у тебя вроде более спокойный. А вот скажи, пожалуйста, вот ты сказал, вот эта позиция твоя, что ты не заглядываешь как бы в будущее, да, то есть ты как-то живешь сегодняшним днем. Ну а как это возможно, если ты шахматный профессионал, тебе нужно планировать там какие-то турниры, какие-то отборочные циклы, то есть ты выстраиваешь как-то свою шахматную жизнь? Не, ну под сегодняшним я же не имею в виду, что это рыбка какая-то. Ну, понятно, я имею в виду, ну, на годы вперед, я могу на несколько месяцев вперед подумать, конечно. Угу. Нет, ну, преувеличивать тоже не нужно, да. Хорошо, вернемся тогда вот к этому переходу во взрослые шахматы. Ты когда попал, ну по сути, начиная с 2000 года, ты попал в шахматную элиту и в целом остаешься в ней на протяжении 20 лет. Ну, может быть, чуть позже, ну по сути, да, у тебя появились приглашения в супертурниры, ты стал регулярно появляться в каких-то циклах уже, ну как бы стал игроком элиты. Какая вот на тот момент у тебя была мотивация и какие ты цели перед собой ставил? Или опять же не было такого? Наверное, нет. У меня единственная вот серьезная мотивация в Блице была, да, потому что, ну, я там на ICC играл, и я вот видел, что я реально один из лучших. А вот, ну, например, в классику я видел, что, например, я Ананду, ну, не соперник, да, как бы другой уровень, Каспарову. Они соперник в чем? Ну, вот просто, ну, я вижу, что я слабее намного, ну, вот вижу, ну, как сказать, ну, вот. А ты к этому как относился и продолжаешь относиться? Нет, ну я бы предпочел, чтобы было по-другому, ну как бы что я могу Но сделать? ты ночью из-за этого не просыпаешься в холодном поту, нет, да? Нет. Ну как бы ты воспринимаешь это как данность, да? Ну да. Ну вот, но именно вот эти двое, я не знаю, вот хотя. Ананд Каспаров? Да. И то есть, допустим, Крамник, хотя, может быть, с ними он играл на равных, но с ним у меня не возникало никогда такого ощущения. Ну, то есть, нет, я видел, что он посильнее, но вот такого, что прям на голову, нет. А вот с этими двумя, да. И ты говоришь именно об ощущении, когда ты с ними играл, во время партии, да? Да. А за счет, вот что вот у Ананда тебя так восхищало? Ну, не знаю, ну, лучше соображает, быстрее, ну как бы во всем, ну, не знаю, что как в боксе, человек тебя и сильнее, и мощнее, и выше, и быстрее, ну, как бы. А это мотивация, ну вот когда такое ощущение, это как-то не расхолаживает, не убивает внутреннюю мотивацию? А я говорю, у меня никогда не было мотивации прям, ну, чемпионом лучшим стать. Хотя ты неоднократно говорил об этом, что хотел стать чемпионом мира. Что? Ну я это говорил как-то, ну, неприлично говорить, что не хочу. Ну, какой-то это поза. Сейчас уже можно, сейчас да? уже, да. А как будто это ты, не знаю, выделываешься там. Нет, я говорю, конечно, я никогда бы от этого не отказался и хотел бы, но никогда это не было каким-то, ну не знаю, и плюс я никогда не воспринимал как что-то реальное. То есть. Но ты на самом деле был в шаге от матча. Ну, от матча можно только, сказать, после. Я, кстати, когда вот был матчи претендентов в Казани, который я организовывал в 2011 году,
я заметил, что после поражения с Гельфандом ты как-то не был убит, скажем так. Ну, как бы не более чем разочарован, я бы так сказал. Ну да, ну я был расстроен, но это не войдет там в топ-5 там, моих главных шахматных разочарований. Не войдет? Не войдет, безусловно. А что войдет тогда? Войдет, так нужно вспоминать, но вот, например, очень болезненное поражение был матч века в 2001 году. Да. И мы очень неудачно играли, в первую очередь лидеры наши, Каспаров, Крамник. Вот. И уступали в счете, но шансы какие-то сохраняли. И оставалось 2 тура, мы, наверное, очка 3-4 проигрывали. То есть еще 20 партий, да, каждый тур на из 10 досках, да? То есть, какие-то шансы есть. И я с Шировым прекрасную партию играл, было выиграно. И какую-то безумную ошибку допустил. И в итоге проиграл, и все шансы на этом потерялись. А я не знаю, для меня этот матч был безумно важный. Я как-то действительно его воспринял как матч века, то есть как что-то совершенно историческое. То есть это потом, как я проиграл в финале Гран-при, этап Гран-при в Дубае, я до финала дошел, проиграл Лека в Армагеддоне. Там. Мы уже просто ходы делали, у меня было чуть больше времени, но у меня там фигура или пешка упала, я ее поправил, и за счет этого там на секунду у меня раньше флаг упал. Это так, я не знаю, мне сложно вспомнить, но Дуди, как я проиграл вот тот матч на Ческоме. То есть это важнее, чем поражение? Нет, я в плане того, как это, я не говорю, что это важнее, нет, конечно, то важнее, я говорю в плане именно эмоций, как бы. А там, да, конечно, я хотел выиграть, но не знаю. Плюс мне и так казалось, я уже выше головы там прыгнул, что обыграл Ароняна, Крамника. Слушай, кстати, у меня такой вопрос тебе. Тебя совесть не мучила потом из-за матча с Крамником? Я, может быть, просто не понимаю деталь, но из-за того, как ты белыми делал. А почему? Я что хочу, то и делаю. То есть это нормально. Ты не считал это нарушением некой какой-то этики борьбы или что-то такое? Нет? Не, я спрашиваю. Я просто такой постановки вопроса даже не понимаю. А многие тебя в этом обвиняли. Это их дело. То есть ты не воспринимаешь шахматы как некую там игру из 19 века, где, знаешь, там каждый обязан что-то делать в соответствии с некими установками, скажем так. Нет, я помню, я эти ничьи делал, а поскольку параллельно играли Гельфанд, Камский, и получалось, что мы, партии же должны одновременно начинаться, поэтому мы делаем ничью там за 3 минуты, и потом там 1,5 часа ждем, когда те свою закончат. И делать нечего. И я помню, мы с Петей там ходили, там погода прекрасная была, и там по парку, там рядом как раз. И на лавочке я ему говорил, что, по идее, конечно, человек, который так играет, он не заслуживает выиграть. В этом смысле, это не значит, что это что-то подлое или что. Но потом я ему говорю, а с другой стороны, что так, Каспаров весь первый матч с Карповым играл, да? Поэтому, безлимитный. Да, поэтому чем нормально. Я как бы хуже, да. Понятно. Слушай, а когда у нас много, естественно, вопросов про твое, назовем это, увлечение покером, я коротко хочу этого коснуться. Вообще, как это появилось все в твоей жизни? Появилось, что я просто случайно в интернете наткнулся и, не знаю, просидел. У меня на следующий день должен был быть вечерка. Это Блиц. Блиц-вечерка, там, где самовар разыгрывается. И я перед сном что-то, на каком-то сайте случайно наткнулся. И в итоге, что-то поиграть решил. А Блиц этот утром всегда начинался, там где-то в 11 утра. И когда я что-то, отсмотрю, до Блица-то осталось часа 1,5. То есть ты проиграл. То есть я просто часов 12 подряд. То есть, безумно интересная игра, да. То есть она тебя сперва заинтересовала просто очень, да? Да, конечно. Как и шахматы в детстве, да. Но ты начал играть оффолдом, да? Конечно, вначале. Нет, в лимитный. В лимитный, тогда в лимитный, конечно. И как дальше развивалась эта линия твоей жизни? Ой, это долго рассказывать. Расскажи коротко. Как сказать, одно время, сначала я, естественно, проигрывал,
Ну, а потом, ну, достаточно долгое время, ну, по сути, был профессионал и в шахматы, и в покере, да. Но Ну, ты, а потом ты покер, играл ради конечно, денег или ради того, и того, как и в шахматы. как и в шахматы? Ну, да. А ты понимал, что тебе придется в какой-то момент сделать выбор? А Или, я, или опять-таки, ты не не думал думал об этом? об этом, да. Ты просто шел как бы Ну, шел. да, да. А покер влиял на шахматы? Я не знаю, как это. Это чтобы узнать, нужно вторую жизнь прожить. Без него, ну, как иначе. А сейчас ты играешь? Сейчас, ну, играю, но сейчас уже чисто для развлечений, то есть как видеоигру, по сути. А если взять твой пик, пик твоей силы в покер, это примерно какой рейтинг шахмат? Так сложно сказать, потому что я, я думаю, что, 2600, 650, но тоже только в отдельные разновидности. Мгм. То есть, там, скажем, вот в No Limit Hold'em, там, наверное, 2400 где-то. Мгм. Слушай, а если взять в процентном соотношении, вот это тоже вопрос от одного из наших подписчиков, вот как бы если суммировать все деньги, которые ты заработал за карьеру, какой процент из этого шахматы, Ну, я какой не могу покер? на такие вопросы отвечать. Это слишком интимно. Ну, есть, во-первых, налоговая инспекция даже. Ну, это как бы. Понятно, хорошо. А ты думал уйти когда-то из шахмат в покер? Нет. Нет, да? Нет, я единственное, насчет того, что я думал, что у меня резко снизятся результаты в шахматы в то время, а они как-то не снижались. То есть я так как болтался в районе там, не знаю, 10-15 номера в мире, так и болтался. Мгм. То есть никак в этом плане не повлияло. То есть, может, иначе я бы чуть поднялся бы, но это уже не узнать. А ты вообще себя азартным человеком считаешь? Или ты контролируешь как бы В ситуацию? среднем. Ты играешь в какие-то другие игры, там, как блэкджек, рулет, то есть сам процесс игры. Тебе важно, во что ты играешь, или как многие просто во что угодно, главное играть? Оно двояко, то есть мне не обязательно быть уверенным, что я, как сказать, в хорошую игру играю, да, в плюсовую. Но если я уверен, что я играю в минусовую, то я не буду, то мне это удовольствие уже не доставляет. Ну, то есть, в рулетку ты особо играть не В рулетку я, будешь? наверное, вообще ни разу в жизни не играл. Ни разу в жизни? То есть играл в блэкджек, когда, карты можно было считать, и там непонятно было, в плюс ты, не в плюс. Мгм. То есть я говорю, мне не обязательно быть уверенным, что я в плюс, но если я уверен, что в минус, мне это как-то, не знаю, как сказать, религия не позволяет. Что ли. Мгм. Прям поперек горла. А внутреннее какое-то просто ощущение, Да. да? Строение мешает так Мгм. играть, да? Понятно. А просто вот бороться, и непонятно, кто ты сильнее, слабее, вот так и ради бога, да. А, например, не знаю, условно говоря, с Карлсоном там на большие деньги в Блиц, я не буду играть, просто противно. как-то. Мгм. Разумно. Вопрос, который тебе миллион раз задавали, на который ты я, по крайней мере, ни разу не увидел ответа. Как так получается, что ты хорошо играешь, скажем так, блестяще играешь, или по твоей последней теории играл в блиц, и при этом так тяжело принимаешь решения в классическом контроле? Может, это и связано, что как бы, то есть, может, человек какой-то нерешительный, что ли, и пока тебя не прижмет, ты вот выжидаешь, да, а в блиц тебя сразу прижимает. То есть, мне кажется, это как раз... Что происходит, когда ты 40 минут думаешь над ходом? Что только не происходит. Да? Как таль с бегемотом, что ли? На таком уровне, да. Да? Нет, не конкретно бегемот, но уровень вот размышлений примерно такой, да. То есть иногда я, например, пытаюсь, как сказать, дедуктивным образом вычислить оценку позиции. То есть, как сказать, вот у тебя сейчас позиция, Да. и ты не понимаешь, как ее оценить. Но, допустим, там 3-4 хода назад еще была теория, ты точно знаешь, что компьютер ее оценил как нормальную для тебя. И ты начинаешь думать над каждым из этих 3 ходов, которые ты сделал в этом промежутке. И думать, а может я тут ошибся, а может тут, а может там. То есть ты уже думаешь не об этой позиции, а той, которая была. Ты занимаешься 2-3. абсолютно бесполезным Вот я говорю, делом, на да? уровне бегемота, да. И ты ничего с этим сделать не можешь. Или тебе это нравится? Нет, мне не нравится. Мало ли. Знаешь, разные бывают пристрастия в Нравится, это жизни. громко сказано, но просто мне кажется, это уже в моем возрасте не поменять. То есть если это можно было поменять, лет 10 А ты назад. пытался это менять? Прям
ну, как сказать, целеустремленно нет. А почему? Ну, вроде это должно было Нет, ну, куда-то я тебя не спорю, подвинуть но, наверх? наверное. Я просто, честно говоря, не совсем понимаю, как это делать. Ну, я не знаю, ну как, я не знаю, ну как все, что не помнишь, его спрашивать, а почему ты так быстро играешь? А меня спрашивают, почему так медленно? Ну, вот какие-то особенности у людей. Мгм. То есть, ну, я не знаю, если бы нас как-то бы соединить, то был бы супер шахматист. Я думаю, Мгм. Карлсону было бы тяжело вот с нашим гибридом, так Мгм. сказать. Но у каждого свои недостатки. Понятно. Но тебе по-прежнему интересно играть в шахматы? Да, да. Именно в классику, я имею в виду. Ну, Ну, ты сейчас бывает, что скучаешь по классике, по живым шахматам, по классике? Вот сейчас карантин, по сути, ты год, не год, по сути, вот сколько, полгода ты не играешь. да. Ну, в первую очередь, просто тяжело дома сидеть. Вот так, ну, уже больше, чем полгода. Вот это в первую очередь. То есть конкретно по игре, не знаю. Ну, вот именно что на турнир поехать, там, всех ребят встретить, да, что не нужно утром вставать, там, в садик везти, да, ну вот в целом по всему. Но если бы можно было бы поехать и, например, комментировать турнир, тоже никаких проблем бы не было. То есть, не знаю, ну, иногда действительно как-то, я не знаю, мне вот всегда нравилось играть, как бы сказать, вот что я всегда нокаут любил, потому что там каждая партия, ну, она, ну, по сути, решающая, ну, или полурешающая, да, если первую брать, да, ну, все, ну, довольно много решаешь. То есть я всегда любил играть вот какие-то важные партии. А вот так ты приезжаешь в какой-нибудь круговой, и ты думаешь, вот еще 13 туров, еще там что угодно, какая разница, что там сегодня произошло. А потом ты, когда сыграл полтурнира, там, набрал -1, и ты понимаешь, что ты уже, ну, в болоте в каком-то, и уже трудно вылезти. Но все, вот изначально, мне кажется, ну, не знаю, мне трудно вот такие вот, когда, знаешь, вот миллион партий впереди, ну, и как-то, ну, тяп-ляп, а вот, ну, нокаут, ну, как-то все время собран, вот. Я поэтому, ну, очень люблю нокаут. Да. Понятно. Ну, то есть можно сказать, что тебя интересует больше спортивная борьба, то есть шахматы Конечно, как спорт, да? Да. Ты шахматы воспринимаешь больше как спорт, как искусство? Только как спорт. Только как спорт, Только да. как, ну, как игру, как спорт, да, только так. Слушай, а вот как изменились шахматы за время, что ты в них находишься? Вот, условно говоря, с 2000 по 2020. Атмосфера на турнирах, люди, сами шахматы. Вот ты как-то Ну, наверное, можешь это сами сформулировать? шахматы в последнюю очередь, а вот именно атмосфера, люди, да. То есть очень люди изменились. То есть, ну, совершенно другой характер вот у нынешней верхушки, чем у тех, кто, условно говоря, 20 лет назад. Да. Ну, а можешь как-то описать, какие были люди и какие стали люди? Ну, мне кажется, это просто люди, может, в целом, да, меняются. Ну, я не знаю. Ну, более, наверное, рациональные гораздо стали. То есть, ну вот сейчас посмотри всю верхушку, ну все супер рациональные. Суперпрофессионалы, да? Ну да, ну и плюс еще и так рациональные как-то. Ну, атмосфера стала гораздо более зажатая, конечно. То есть, ну, раньше же можно было даже во время партии говорить друг с другом. Еще не так давно. Говорить в смысле, ну, не с соперником, Нет, а просто не как соперником, бы... ну, я думаю, с другими игроками, Ну да, там, ну, даже на супер турнирах, я не говорю про там опены, ну, в опенах и сейчас можно, там, мы вот сейчас, вот почему я Isle of Man такое удовольствие получал, потому что мы там выходили курить и болтали все время во время партии. Я надеюсь, что меня не дисквалифицируют за то, что я сейчас сказал. Ну, это известный факт, что... Ну, факт-то известный, ну, может, Да лучше нет, было да, промолчать, но даже на супер турнирах, вот я помню еще мемориал Таля года, ну, меньше 10 лет назад. И в последнем туре играется партия Аронян-Каруана. И они играют Грюнфельд, d4, конь f6, c4, g6, f3, там и так далее. Какая-то длинная сначала теория, и там Аронян какой-то, ну, новый ход сделал и получает быстро, ну, подавляющую совершенно позицию. Вот. И я там захожу в комнату отдыха, и там как раз Аронян, я и Карлсон. И он начинает говорить... Он, в смысле, Аронян? Да, Аронян начинает говорить Карлсону:
ну вот как сейчас со своим вот этим смешком, Ага, вот да. это, вот какая у меня типа гениальная, значит, эта новинка. Я ее, говорит, с Сашей еще хотел сыграть. Ну, а мы с ним играли 2 тура назад. Но он сыграл не Грюнфельда, а там конь f6, e6. И Карлсон ему кивает, да, то как вот он прочувствовал, типа туда-сюда. А я говорю, что, ну, хорошая, да, история Левон, все. Но только со мной ты начал партию d4, конь f6, конь f3. Небольшая неувязочка. Ну, это так. И это считалось нормальным, да? Ну, конечно, ну, да. Ну, наверное, были иногда действительно кто-то что-то чуть-чуть там про дебют пытался спросить. Ну, это было мало. Нет, наверное, это правильно, что запретили. Я не говорю, что это неправильно. Наверное, А это что, правильно. как-то официально запретили? Ну, сейчас, конечно, полностью запрещено во время партии разговаривать. Я же почему искал про дисквалификацию. Это так теперь все. Ну, по крайней мере, ну да. Ну, по Ну, крайней то мере, есть- на таких, на больших турнирах точно, да. Ну, то есть как-то исчез дух некой легкости все-таки, да? Вот Ну, легкости да, в общении, да, легкости ну. в отношениях, опять же. Конечно, да. Ну, плюс все эти сейчас контроли, плюс, ну, курить почти нигде нельзя. Нужно на улицу выходить, звать судью. Ну, твой соперник видит, что ты зовешь судью, значит, он понимает, что ты там 5 минут не вернешься. Он пытается ход сделать. Ну, то есть я сейчас за партию, за классическую, ну, минут 20 теряю на вот это. А ты не можешь не курить, да? Это у тебя уже годами на привычка. Ну, просто я думаю, что я играть так намного хуже буду. Ну, А, то есть, так это уже? нужно или курить бросать. Мне кажется, если ты куришь, ну, ты должен во время партии курить. Потому что тебя это проседает, ну, это хуже всего. Ну, то есть, ну, или вообще бросить, или уже... А бросить ты пытался? Прям Подумал об пытался, я как сказать, я пытался попробовать бросить, вот так скажем. Понятно. То есть я никаких иллюзий не питал, но какое-то время не курил, действительно, месяц где-то. А потом начал сигаретку Ну, все как, в день, 2. как обычно. И, ну да. Ну, не знаю, мне нравится. Я серьезно не хочу бросать. То есть, если каких-то, ну уж крайних не будет причин. Обстоятельств, то да. Понятно. А сами шахматы, ну, изменились, да. Ну, изменились, вот, мне кажется, как раз после Казани. То есть, Казань, мне кажется, последний был вот такой турнир, где белые, ну вот, реально вот такой центральной стратегии по самым там принципиальным линиям пытались перевесы получить. Ну и в итоге это везде к ничьим приводило, и после этого уже пошел другой подход, ну что я что-то просто сыграю, борьба, там я это, ну поскольку у белых все-таки чуть побольше выбор, да, ну за счет того, что у них темп лишний, они больше могут себе позволить, то есть я это, ну, буду чуть лучше знать, да, там, и просто вот так, да, то есть не подача, выход к сетке, а просто какая-то резанная такая подача, маленькая вот На игру, инициативка в этом розыгрыше. А тебе не кажется, что сейчас шахматисты стали менее творческие из-за того, что очень много приходится с компьютером работать? Я не знаю, я вообще так не... Я как-то речь о шахматах и творчестве заходит, я, честно, я не знаю, что сказать, я не понимаю этого. Не понимаешь чего? Ну, что такое творчество в шахматах? Мне кажется, что любой человек хочет выиграть. Если он начинает вот говорить, я в первую очередь творчество, ну, просто врет. 99% что врет. Поэтому, то есть, ну, любой, ты, как бы Тали, он это играл не ради творчества, он так, ну, так он это видел, так он считал, что это лучше его шансы и так далее. То есть все равно в каждом шахматисте, ты считаешь, заложено прежде всего желание победить? Ну, конечно. Да? Ну, в любом маломальски высокого уровня. Иначе бы ты не пробился просто на этот уровень, да? Наверное, не знаю. Ну, плюс в этом суть шахмат. Суть шахмат, ну, это спорт. Суть шахмат выиграть, они красивые. Это побочные, ну, что как в футболе. Ну, там, может, при счете 5-0, да, ты можешь там какой-то ерундой заняться. Но если ты играешь важный матч, там даже любой, там, не знаю, Неймар там, или кто там самый эти, ну, дриблер, да. Что этот дриблинг, он делается ради тоже защитника пройти, а не ради того, чтобы там красиво там что-то ногами сделать. Так и тут. Так и тут, да? Интересно. Я все-таки больше воспринимал, что для многих, ну хотя да, в элите, наверное, этого нет, иначе люди выпадают из элиты, потому что их начинают холодно обыгрывать.
когда начинаются все эти эмоции, связанные с творчеством, красивые ходы какие-то делать там и так далее. Ну а кто? Я даже не понимаю. Я тоже сейчас не могу вспомнить, да, но, наверное, кто-то есть. Не знаю, может быть, раньше такие. Но мне кажется, что это, может быть, люди, которые не достигали больших высот, они как бы вынуждены так, чем-то другим брать, скажем так. А пиаром больше, я бы сказал. Ну то, что говорить-то можно, я считаю, вообще нужно только по действиям же судить, а не по разговору. Говорить-то можно что угодно. Понятно. Слушай, а вот ты вот какой ты человек в жизни вообще? Ты спокойный, быстро выходишь из себя или сохраняешь, в общем, потому что за доской ты, в общем, очень-очень хладнокровный человек, по виду, по крайней мере. Я не знаю, мне кажется, очень тяжело про себя говорить, какой ты, проще про кого-то сказать, так я не знаю. В чем-то спокойный, какие-то вещи выводят из себя, А друзей у тебя много? Не может быть много друзей. Почему? Много может быть приятелей, а друзей-то не может быть много. А в шахматном мире? В шахматном, я думаю, что двое, наверное. Кто? Если не секрет. Я не буду говорить это вообще. Я не люблю такие вот вопросы, да. Я бы, наверное, двоих бы назвал, да. Понятно. Я имею в виду под шахматным именно те, кто активно сейчас играет на высшем уровне, а Да. не просто. Так-то больше. А каково играть с друзьями, если ты с ними играл? Я всегда стараюсь не играть. Если вы в одном турнире? Ничего же можешь сыграть. Вот так, да? Да, как. Ладно. Что мы с Петей годами ничьи делали. С Хисматуллиным. Да? Конечно. С Хисматуллиным ты очень долго работал просто. Работал я с ним почти нисколько. Да? Я У с меня ним было ощущение, что он был твоим секундантом. нет? секундантом был на паре турниров, по-моему, двух. Может, чуть-чуть больше, но это никак с работой не связано было. Просто. Слушай, вот в турнирах высокого уровня какой процент партий не играется, как ты думаешь? Сейчас близко к нулю. А раньше? А раньше прилично. Из-за просто вот таких каких-то более тесных отношений между людьми? Во-первых, сейчас пытаются из этого какое-то западло сделать, да? Что ты имеешь в виду? Расписать ничью. Раньше же это было абсолютно нормально. В смысле, вообще, 100% просто. А для кого нормально? А для шахматистов? Всех, и для зрителей. Зрители особо об этом и не знали никогда. Прям знать-то не знали, но можно догадаться. Да? Это если ты очень хорошо в шахматах разбираешься. Ладно, посмотри, ты открой любого классического шахматиста просто по базе партии, и открой там какие-нибудь чемпионаты, спартакиады, там, СССР. И будет партия, за 10 ходов все поменяли, согласились на ничью. А дальше уже выводы сам делать. Зачем это люди делали? В чем Просто не хотели, зачем? Ты играешь с товарищем, я говорю, это как спорт, прям уж морду, если ты, не знаю, Кличко, все говорили, мы с братом не будем. Да, но это все-таки семейные отношения. Семейные, не семейные, так и тут, без необходимости, а зачем, бойню какую-то устраивать? А сейчас этого нет просто потому, что с этим как-то и борется, наверное, да? Во-первых, сейчас ни у кого, мне кажется, никаких наверху фактически нету друзей, да? То есть там какую-то выдумку придумают, что там Аронян с Вашьелаграем друзья, там, или еще кто-то любят это в трансляциях, особенно в англоязычных, там любят, tomorrow he will play his friend, а то. Не знаю, мне так не кажется со стороны. То есть, во-первых, нету просто, пар друзей, что ли, и плюс, да, что это, пытаются сделать, что это западло какое-то, да. То есть там Карлсон выступал, да, что я подозреваю, что эта партия расписная там. Опять-таки, возможно, это правильно, просто раньше по-другому было. Понятно. Слушай, а скажи, пожалуйста, жизнь твоя вне шахмат, она чем ты еще, может быть, увлекаешься, смотришь, какое кино, что читаешь? Вот сейчас, не на протяжении жизни, а сейчас. Телефон, например. Зависим от телефона, независим? Наверное, становлюсь. Я до последнего, старался не покупать смартфон. То есть я, наверное, последний человек, кто купил смартфон. Но
но потом просто пришлось, потому что везде вот эти сейчас группы в WhatsApp, там, в Viber, все, там в каждой там, школе, садике, там секции баскетбола, там того, и просто пришлось, да. Ну и да, наверное, какая-то возникает потихоньку Ну, зависимость. соцсетей у тебя нет, да? Фу, это упаси Господи. Ты это не ведешь и не читаешь, да? Или читаешь? То есть, ну, что Не, ты? а как, мне кажется, чтобы читать, ты же должен быть Ну, зарегистрирован. может, ты зарегистрирован, просто не пишешь ничего. Не-не-не. Нет? Нет. А Крамник тоже, потому что говорил, что никогда соцсети, и тут завел Твиттер себе, да. Ну, Твиттер это вот единственную, которую я еще могу себе представить, что я заведу когда-то. Потому что, ну, там, каждое сообщение хоть коротенькое, хоть какую-то ты мысль должен написать, а не то, что там просто графомания какая-то. Понятно. Два слова о шахматной политике, если эта тема тебе не особенно. Как, во-первых, ты оцениваешь работу ФИДы вот на протяжении последних 2 лет? Вот сейчас примерно 2 года, как пришла новая команда, сменившая команду, которая более там, 20 лет руководила ФИДы. Вот какие произошли изменения, как ты их оцениваешь? Ну, тут двояко, потому что, с одной стороны, ну, вся деятельность это провал за провалом, но с другой стороны, просто время сейчас такое, сейчас везде как бы ну, катастрофа то есть, происходит во всем мире, поэтому... Из-за пандемии, ты имеешь в виду? Ну да, из-за связанных с пандемией вещей, и поэтому... То есть, ну, плохо, но можно ли было сделать реально лучше, сложно сказать. То есть, ну, условно говоря, вот сейчас отменяется, ну, или как они говорят, не отменяется, а переносится, хотя я не очень понимаю. Если это ежегодное событие, то если он переносится на следующий год, ну, в моем понимании это отменяется, да, потому что это следующий еще переносится, ну, вот чемпионат мира по быстрому блицу. Но с другой стороны, а как их провести, да, то есть в нынешней ситуации? Ну все же спорты играют. Футбол играет, баскетбол играет, хоккей играет, все играют. Не, я не знаю. Все, кроме нас, играют. Нет, да. Ну, я имею в виду, что это серьезное как бы оправдание. То есть это не отмазка. Это именно достаточно серьезное оправдание, ну, для того, что происходит. Ну, плюс, допустим, то, что Минск отказался от Кубка мира и Олимпиады, ну, я думаю, тут тоже вина ФИДы, ну, минимальна, ну, да, конечно, если есть. То есть это по совершенно другим причинам. Как бы, ну, посмотрим. То есть пока рано просто, я считаю, выводы делать. То есть если... Во-первых, если когда-то ситуация нормализуется, то я не буду говорить, когда нормализуется, потому что я совершенно не уверен, что она хоть когда-то нормализуется. Но если она нормализуется и дальше будут провалы, ну, тогда уже можно какие-то диагнозы, так сказать, ставить, ну, или оценки. А пока, ну, просто действительно они в самый неудачный момент пришли в ФИДе. А что думаешь по поводу турнира претендента, вообще, как из этой ситуации выходить? Ну, я же говорил, что ну, я в онлайне бы предлагал сыграть. Ну, во-первых, сейчас уже и моя идея не проходит, да, потому что я же предлагал, чтобы ну, Каруана, Лаграф и Гири играли вместе с какого-то европейского города, а уже куча европейских стран, я так понимаю, тоже закрыты между собой, поэтому... Ну, уже, мне кажется, просто момент упущен. Я уже ничего не думаю. Ну, как, тебя этот вопрос волнует или не волнует? Ну, не знаю, ну, какое-то, конечно, послевкусие это неприятное от всего этого, но я, честно говоря, когда меня не спрашивают, я об этом не думаю. Ну, когда спрашивают, я опять начинаю думать, ну, опять неприятно. Опять огорчаться, да? Ну, не то, что огорчаться, ну, неприятно. Ну, понятно, что это неприятная ситуация, да, то есть ты, ну, уже на год завис, то есть, ну, там, условно говоря, когда вот эти все шли турниры Магнуса, то есть я какие-то дебюты не играл, да, там, что-то не играл, какие-то варианты дебют. Сейчас думаешь, а зачем я не играл, да, то есть, ну, как Лаграф. Ему же вообще, может, просто всю карьеру загубит этот турнир претендентов, потому что вот он же все эти турниры, там не играет Е4, не играет Грюнфельда. Пропускает их. Везде примерно последние места занимает. Ну, а и что, так если 2-3 года, ну, так у него карьера примерно закончится. В общем, не знаю.
А ты какой-то видишь, ну, даже не в смысле выход из этой ситуации, а хотя бы какой-то рецепт вообще в той ситуации, в которой оказался сейчас шахматный мир, при практически полной блокаде живых турниров, при отсутствии турниров для людей там 2500, 2750 условно. Как вообще, как выживать людям? Что дальше-то делать? Вот как жить? Ну, а не знаю, мне кажется, не шахматный мир в этой ситуации оказался, мир просто в этой ситуации оказался. Как бы просто за счет того, что ну, мы в шахматах, нам это ближе Ну, всего, но в целом, а что можно сделать? Я не знаю, ну, так же ведь даже, ну, я не знаю, так фактически во всех странах же. То есть какие-то совсем редкие исключения, там Швеция, ну, я не знаю, Белоруссия была до недавнего времени, они, по-моему, тоже это все ввели. Не знаю, ну что тут можно, мировую революцию разве что, ну как бы каких-то конструктивных у меня мыслей нету. А по поводу онлайна, как вот как бы даже не сколько как развивать жизнь онлайн? в онлайне, да, вот что ты думаешь вообще об онлайне, Ну, вот о читерстве, онлайн, обо всем вот этом? Насчет читерства, у меня много мыслей насчет читерства, это можно все интервью ему посвятить. Давай. А это, по сути, самый важный вопрос, потому что если мы переходим в онлайн, то это та проблема, которая не дает нам там развиваться. Ну, я сразу скажу, что есть вот какие-то области из того, про что я буду говорить, в чем я ну, недостаточно компетентен и говорю просто на основе того, что я читал. То есть я не могу утверждать, что это правда. Но есть и вещи, в которых я убежден. То есть первая вещь, это что, вот и сейчас Лаграф сказал, что там 36 камер его не остановит, если он захочет читерить. Я тоже считаю, что основная вообще, вот, ну, я для себя думал, что вот если я бы решил читерить, ну, безусловно, я бы использовал микронаушник. Да. Да? Микронаушник и какой-то, ну, компаньон, да, причем компаньон должен быть не просто попка какая-то, который ну, просто тупо варианты читает, а какой-то, ну, гроссмейстер, там, уровень, не знаю, 650, да, например, чтобы он понимал, ну, какие ходы, ну, не по-человечески выглядят, да, и, ну, советовал в ухо только все ходы, ну, в смысле, только человеческие ходы, да, то есть, ну, естественно, наверное, при этом использовать, там, не Stockfish 12, да, условно говоря, а какую-то программку, ну, которая среди компьютеров там в топ-10 не войдет, а в любом случае там Карлсона, ну, примерно 10-0 обыграет, да. То есть, ну, много таких вещей. Я не знаю, зачем я советую людям, но просто и вот тут я просто хочу подойти к тому, что я читал. Я читал, что есть такая штука, вот как, ну, металлодетектор, да, что он через USB к компьютеру подключается, то есть и в этот момент ты в интернет выходишь и сам себя полностью сканируешь. И он выдает, ну, как бы вот эти сигналы, ну, в интернет. То есть и люди могут оттуда видеть, ну, по сути, как будто они тебя сами сканируют. Ну, если это правда, то вот это было бы действительно колоссальным подспорьем. Тогда действительно, ну, пара камер, вот это полное сканирование, ну, и тогда уже... Я не знаю, потому что люди говорят, там, например, ставить там на ногу и азбукой Морзе, но это же тоже вряд ли будет прибор деревянный, да, то есть, скорее всего, там тоже какой-то металл будет, тоже, ты же, я говорю, не только тут, а все полностью просканировать себя перед партией. Ну, это, конечно, очень муторно, да, перед каждой партией такое устраивать. И, наверное, турниры, ну, типа чемпионата Европы не получится так, да, проводить, но скажем, на мировую сотню, то есть там на уровень, не знаю, 650 и выше, ну, я думаю, что-то можно так проводить, можно проводить. И плюс это я не вижу, ну, почему уж совсем безумно ну, технически, потому что еще я читал, что есть какие-то, условно говоря, античитерские кабинеты, то есть ты оборудуешь полностью кабинет, и туда, ну, вот, ну, сигнал никакой не проходит. Но это не и все ты могут как-то, себе ну да, и позволить. ты это тоже можешь как-то сертифицировать по интернету. То есть не обязательно к тебе домой приходить, чтобы это проверить. Ну, тоже это я, что называется, за что купил, в общем, за то и продаю. Но вот я говорю, вот этот металлодетектор, ну и какие-то, ну, по крайней мере, можно вполне, ну
типа Кубка мира. Ну, я не говорю конкретно Кубок мира, ну, такого плана, то есть массовые, но не сверхмассовые, не швейцарки на 500 человек, да, там, ну, ты не уследишь никак за этим. А ты как вообще к онлайн-шахматам относишься? Ты приравниваешь партии, сыгранные в онлайне, к обычным Полностью, партиям? Да? я вообще не понимаю, в чем загвоздка. Ну, кроме возможности читерства, да, что тут как бы немножко вот как Петька и Василий Иванович, да, что слово джентльмена. Ну, кроме этого, я не вижу разницы. Слушай, а как ты относишься к тому, что сейчас в базе, условно говоря, в базе партий, раньше вот играл Каспаров, он играл там какое-то количество партий в год, ну не знаю, там 50-60 партий в год, каждая партия, в общем, она из себя что-то представляла. А сейчас у нас в базе там 2000 партий Карлсона, и вот дети, которые там через 10 лет начнут учиться шахматам, им непонятно будет, что смотреть, как смотреть, Ну, он играет какие-то левые вещи. Не, ну да, особенно, что сейчас в базе вот эти даже титулованные вторники попадают. Ну, мне кажется, это перебор немножко. Ну, а с другой стороны, как ты это запретишь, да? Ты же под своим именем играешь официально. Но тебе не кажется, что шахматы с онлайном уплыли куда-то вообще не в ту сторону? Что мы теряем какую-то эксклюзивность, превращаемся просто в какую-то онлайн-игру, которая еще очень сложна для восприятия людей. Мы и аудиторию-то толком, ну мы как шахматный мир, я сейчас говорю, и аудиторию-то большую толком собрать не можем. И при этом как бы абсолютно девальвировали саму игру. Ну, аудитория, я не знаю, я вот вчера, ну, вроде не самый интересный матч, Накамура, Мартиросян, там, выиграл Накамура со счетом 25, там, одну партию проиграл за весь матч. И в какой-то момент вот английские комментаторы сказали, что типа 20 тысяч человек на Твиче смотрят и 7500 на YouTube. Да. Это только английская, да, плюс там на русской там несколько тысяч, наверное. Да. То есть аудитория-то, мне кажется, никогда такой большой не была как раз. Нет, Другое дело, аудитория она... растет, аудитория растет, Ну, да. но она ничего не дает на самом деле. Ну да. Шахматному миру. Ну, а что она должна давать? Деньги. А, деньги, ну, да. Ну, как, я не знаю. Ну да, на Twitch это бесплатно можно смотреть. Ну, а вот, например, вот то, что ЧС-24, чтобы там Петю смотреть, это платно только или, может, тоже бесплатно? Тоже бесплатно. Бесплатно, да? А раньше Петя был за деньги, сейчас Петю можно так смотреть. То есть мы ничего с этого не имеем на самом деле. Ну, с этого, может быть, имеет ЧС-24, хотя я тоже не совсем понимаю, что. Может, у них выросла аудитория, они могут это продать инвесторам, какой-то пакет акций, там что-то такое, они сейчас вышли на биржу, как-то ну, там вот. То есть удачно, неудачно. опосредованно? Ну, как? Ну, это получается одна организация. Ну, хорошо, а вот ты канал открыл, у тебя же есть какие-то планы? Есть. Ну, коммерциализация. Ну, я в плане канала, как ты тоже живу сегодняшним днем. То есть, ну, хорошо, ну, пусть не планы, мечта. Мечта, да, мечта есть, да. Ну, мечта, значит, мечта ну, есть, получается, да. можно сказать, что это сейчас вклад идет в это, Да. А потом ты с тех же любителей будешь через что-то, я не знаю, через игровую зону, Да. уроки, там, еще что-то, вебинары, там, ну, не знаю, Да. получать. Ну, мне кажется, просто сейчас такая бизнес-модель идет, да, что сама трансляция бесплатна, но опосредованно эти люди так или иначе потом, возможно, что-то заплатят. Ну, я так это понимаю. Может быть, да, может быть, ты и прав. Вопросе. Может быть, ты и прав, что идет сейчас Левитов только про деньги думает. Нет, поверьте, нет, совсем. Если про деньги бы думал, только канал бы не создал точно. Тут просто вопрос в том, что, да, может быть, сейчас идут в шахматы какие-то инвестиции, скажем так, по сути, со стороны меня там, и далее более крупные инвестиции, ЧС-24, ЧСКом инвестирует. То есть мне единственное в этом всем не нравится, что зарабатывает среди шахматистов только одна узкая прослойка, да, а все остальные, я не понимаю, как сейчас живут шахматисты 2600 плюс, 2500 плюс. То есть те, для кого шахматы являются профессией, единственным делом, которое они умеют делать. Вот что они сейчас делают? Ну, я не знаю, а 2500 прямо жили когда-то только за счет игры? Нет, а 2600 жили все-таки open, то есть они ездили. Да, 2600, конечно. И если заканчивать эту тему, главное, мне непонятно, как те молодые люди, которые сейчас, юноши, которые сейчас начинают свой путь в шахматах, где им получать тумаки, как бы, кроме как онлайн на ческоме. Не, ну правильно, просто такая ситуация, мне кажется, сейчас почти во всех областях. Ну, все стараются играть. Посмотри, в футбол каждый день играют. Ну, стараются. Все турниры проходят, все национальные чемпионаты у меня, проходят. например, дочка баскетболом, они сейчас фактически не играют, тренируются там вместо 9 раз в неделю 3,
А как? Ну, сейчас такой возраст, что ты вот так... 9 раз в годик-два. неделю? А что, у тебя дочка профессионально баскетболом Ну, как занимается? профессионал? Ну, для своего возраста профессионально. А сколько ну, лет? Ну, 13. А, 13. Но, ну, как вот сейчас так 2 года провести, потренироваться по 3 раза в неделю вместо 9. Ну, и все, можно сразу заканчивать. Ну, то есть ты считаешь, что это как бы общая ситуация, и здесь Общее, особо просто, ничего мне не кажется, сделаешь? ну да, конечно. Как-то нет, мы как раз можем вот сделать, ну, именно за счет того, что мы в онлайне можем. Мгм. И как раз я, наоборот, считаю, что нужно максимально онлайн, ну, то есть пытаться, ну, даже, я не знаю, ну, можно, например, чемпионат мира по быстрому и блицу, но не делать его таким массовым, ну, не нужно. Там же вот, например, играют ну, какие-то люди с рейтингом 2300. Ну, у них нет никаких шансов даже в призы попасть. Ну, Я не понятно, говорю, что да. там высокий. Ну, как-то это обрезать, да, чуть-чуть. Может сделать сначала какие-то отборочные, да. То есть, ну, чтобы в итоге, не знаю, в финале играло, ну, человек 100. Ну, чтобы не было такого, как эти, ну, чтобы не 500 человек играл. Потому что 500 ты никогда не сможешь уследить за всеми. Ну, вот, чтобы в финале, ну, человек, ну, не больше 100 играло. Сделать, то есть, например, из этого сделать 50 человек, ну, условно говоря, по рейтингу, еще 50 какие-то серию отборов. Ну, ладно, пусть кто-то почитерит в этих отборах. Ну, не конец света. Ну, попадет он в эти 100, Ну да. и ничего, что там в финале не получится, да. выиграет, и, ну, и черт с ним. Ну, какой-то, пусть, да, призовой фонд будет, ну, не такой прекрасный, как был в последних вот, чемпионатах мира, как был задействован вот, это Саудовская Аравия. Ну, действительно были великолепные совершенно призовые фонды. Пусть они меньше будут, но ну, как-то можно это пытаться. Но просто еще идет же какое-то дикое противодействие, что онлайн это не шахматы, что это профанация. А я не понимаю, почему это профанация? В чем такая уж принципиальная Мы привыкли разница? к тому, что шахматы это игра, в которой двое людей сидят за столом и двигают фигуры. Вот что имеется в виду, мне кажется, под словом профанат. То есть это другой вид спорта в целом, по большому. Это вид спорта с мышкой, с компьютером. От мышки очень много зависит, если мы говорим там о блице. Ну хорошо, но мы же не говорим, что теннис на траве и на грунте это прям уж другой вид спорта. Ну есть какие-то говорим. небольшие различия. Там я думаю, что гораздо больше различий трава, грунт, чем, ну по крайней мере, по результатам выигрывают абсолютно те же самые люди. Это Вообще правда. никакой нет. Вот вообще ноль просто. Абсолютно все те же самые сильнейшие. Ну, кроме вот Василия Лаграва, который так играл прекрасно, а тут за счет вот этой ситуации с турниром претендентов, ну, просто сдал, ну, невероятно. Ну, это единица как бы такая. А как бы я считаю, если выиграют те же люди, ну, по большому счету это та же игра. Потому что иначе такого примера, ну, не найти, да. То есть там, не знаю, футбол и в мини-футбол, разные люди сильнейшие в мире, ну и так далее, да. Поэтому я не знаю, то есть максимально в это, но что-то вот с читерством делать. И читерство это камерами ты не поборешь читерство. Главное это передача сигналов, ну, в первую очередь, как это называется, ну, голосом, который... Аудиосигнал. Ну, аудио, да. Вот, в первую очередь. И если можно найти какое-то решение вот этой вот ситуации с наушником, то ну, просто ну, хоть что-то проводить массовое, да? Потому что, ну, Карлсон Тур, ну, на человек 25, наверное, да, туда? Ну, так, может 30, побольше, может, но в целом. да. На суперэлиту, на самом деле. Ну, если брать общее Ну, 30 количество уже не прям шахматистов. суперэлита, да, ну, да. Нет, я говорю, если брать общее количество шахматистов в рейтинг-листе ФИДа, то 30 человек это суперэлита. Ну, просто это маленький процент. Не, ну надо брать от профессионалов, а не от общего числа в рейтинг-листе. А профессионалов тогда это не так много. Ну, поэтому да. Ну, хотя бы, ну, вот, ну, как то, что Илюмжинов, когда ввел чемпионаты мира, да, которые потом стали кубками мира, ну, он дал возможность, то есть 100 человек уже играет там, плюс, если ты, условно, 200, ты все можешь вполне ну, мечтать туда попасть, да, там, через там, континентальный чемпионат, там хорошо сыграть и заработать, ну, в принципе, на целый год вперед. Ну, это большое дело было, потому что на самом деле, это мы сейчас говорим, что как-то все заточено на элиту, на суперэлиту. Если мы вспомним времена до введения этих чемпионатов мира нокаутов, то было, мне кажется, куда более элитарно все, чем сейчас. Ну,
сейчас просто именно уж совсем, да, из-за карантинов такая ситуация возникла. А так в целом, ну, все-таки сейчас столько лиг всяких там. Не, ну, конечно, вполне больше можно зарабатывать. Ну, можно было, да, год назад, например. Ну, да. А в 90-е, мне кажется, ну, была гораздо хуже ситуация. Даже, ну, если уж Гельфанд говорит, ему абсолютно негде было играть. Негде было играть, да. Ну, там было всего там 4-5 турниров в году. Ну вот. А ну, то, так а то и и массовых было мало еще. Не было же почти, ну, кроме там США, вот эти какие-то там Нью-Йорк Open, там World Open в Филадельфии, не было же и швейцарок, где, ну, реально что-то заработать можно было. Поэтому, нет, в целом, мне кажется, финансовая ситуация в шахматах, ну, колоссально за время, так сказать, правления Кирсана улучшилось. Просто невероятно совершенно. Драматично. Я поэтому вообще не понимаю, когда его там критикуют. Ну, когда критикуют, ладно, ну, когда его там смешивают с грязью, я этого понять не могу. Ну, как бы человек с колоссальным отрывом, ну, лучший президент ФИДE за всю историю. Ну, ты по вот результатам. при нем 18 лет прошли твоей карьеры. Тебе спокойно было вот играть при президенте? Постоянные смены циклов, смены мест, отмены там, отмены здесь, скандалы, связанные с Макрополосом, там, с тем, с тем. Нет, были негативные моменты. Я же не говорю, что это идеал прям или что. Но если брать вот так по результатам, я же не говорю брать там по каким-то человеческим качествам, еще почему-то там. Тогда можно, наверное, Эйви, да, там выделять, там, ну, по уважению. Но если брать конкретно по результатам, по, ну, количеству денег, принесенных в спорт, ну, просто, мне кажется, даже сравнивать не с кем тут. Даже... Сравнивать не с кем, потому что он 25 лет был президентом ФИДE, ну, да, мы уже не помним, что было перед этим. Да, но даже, условно говоря, уже так сказать, на уходе, ну, они вот привели вот этих саудовцев в шахматы, и, по сути, ну, это же еще на 2 года хватило новому ФИДе, да, вот эти чемпионаты, тоже, ну, колоссальное влияние по шахматным меркам. То есть, ну, не знаю, ввели все-таки чемпионаты, ну, то есть вот эти чемпионаты, потом Кубки мира, чемпионаты Европы. Не было же чемпионатов Европы раньше. Чемпионаты мира по рапиду, блицу, ну, я не знаю, мне кажется, столько сделал. Вот вообще за время моей карьеры, ну, ситуация в шахматах, ну, колоссально просто улучшилась. Просто несравненно лучше стало. Ну, несравненно лучше стал, но при этом вот выйти на тот уровень популярности и значимости, который всегда шахматисты и шахматный мир хотели, так и не удалось. У тебя есть какие-то вообще, вот, может быть, опыт твой, что тебе говорит, почему это в итоге так и не происходит? Ну, потому что очевидно, что это не происходит. У нас все равно есть определенная прослойка людей, которые нас смотрят, любят и как бы увлекаются шахматами, но прослойка эта достаточно узкая. Ну, а я, честно говоря, не понимаю, почему по-другому-то должно быть. Ну, действительно, шахматы... Ну, потому что хочется. Не, ну, просто хочется, да, это хочется, но как бы реально, чтобы смотреть шахматы, ну, у тебя должен быть какой-то уровень. Ну, вот я говорю, я, ну, в принципе, считаю себя человеком, ну, в целом, к играм, ну, способным довольно. То есть я, ну, достаточно быстро схватываю какие-то основные моменты. И вот я хотел посмотреть финал чемпионата мира по доте. Перед этим созвонился с непомнящим, ну, который, ну, может сказать, полупрофессионал. Он тебе мы с ним там поговорили, да? Там минут 20. Почитал какие-то статьи. Вот что включил этот финал, за 2 часа, ну, не понял, ну, вообще ничего, ну, просто, ну, вот, ну, как бы потом комментатор кричит, эти выиграли. Ну, вообще, ну, ничего мне не понятно. И я после этого понял, как... Люди смотрят шахматы. Ну, как человеку, который не разбирается в шахматах, смотреть шахматы. Ну, вот так же. Ну, что-то комментаторы, потом, сейчас как это есть штука. Ну, когда оценка, да, вверх-вниз, да, ходит. Шкала, да. Вот, наверное, градусник белый, да, ну, вот градусник. И белые выиграли, там, если еще вживую, там, по часам, может, хоть начать, вот там, может, прикольно чуть-чуть, да, ну, прикольно, постучали по часам. Ты не станешь из-за этого постоянным зрителем, наверное, да? Все-таки не тот. Есть гораздо более интересные Ну да, вещи. то есть и просто, мне кажется, ну, невозможно это, и все. Ну, плюс, если брать старые времена, ну, гораздо больше стало, ну, таких, ну, условно говоря, интеллектуальных видов деятельности, да. Ну, раньше
что было из такого, из настольного? Ну, шахматы. На что еще можно было посмотреть? Да ни на что. Ну да, а сейчас, ну, то есть, во-первых, все эти, ну, киберспорты, ну, покер. Например, популярность покера, она что же не растет? Вот она достигла растет, да. чего-то, и все, и, ну, и она, ну, где-то чуть, наверное, упала даже. Ну, в целом, даже, я имею в виду, всех этих там шоу, турниров, то есть турниров-то стало, ну, несравненно больше по покеру, причем высочайшего уровня, там, и с колоссальными боинами, да, сейчас там, ну, пока этот карантины тоже не начались, но уже регулярно были турниры там со взносом $100 тысяч, да, то есть раньше же такого не было и близко. Ну, все, кто смотрит, тот смотрит, то есть, ну, мне кажется, она уже, если какая-то есть и годами выверенная, ну, титанические нужны усилия, чтобы ее как-то поднять, потому что, ну, я не знаю, ну, как это, Чубайс, что ли, говорил, что рынок рассудит, да, или как? Ну, нет, другое это говорю. Ну, понятно, рынок рассудит, это правильно. Ну, вот и в данном рынок случае, судит, да. мне кажется, так и есть, просто уже достаточно много времени прошло, и, ну, мне кажется, наивно просто рассчитывать на какую-то. Но при этом она есть, ну, это не такой уж низкий уровень, что вот совершенно левый матч, где никакой борьбы нету, вот, только на самой основной англоязычной трансляции смотрит почти 30 тысяч человек. Там же есть и другие англоязычные, и на других языках. То есть, ну, наверное, 1100-то смотрело этот матч. Нет, ну есть и пример твоего друга в кавычках Накамуры, который сейчас в Америке там один из самых популярных спортсменов вдруг неожиданно стал. Да, ну, Ты вот. как вообще к этому относишься? Нормально? Хорошо это, что такой человек, как Накамура, является сейчас в некотором смысле голецом шахмат? Я никак не отношусь. Ну, для него хорошо, наверное, но, не знаю, мне безразлично. Безразлично. А у тебя вообще есть какой-то, вот мы сейчас все время говорим о шахматном мире, у тебя какой-то, вот, если честно сказать, у тебя есть какой-то вообще по этому поводу переживания, мысли по этому поводу? Или как бы ты думаешь о себе, ну, как любой человек, и думаешь о себе? То есть тебя волнует вообще, что происходит в шахматном мире? Да. Нет, меня как раз очень волнует вот судьба вот людей, вот условно говоря, вот там 600-650, чтобы у них была возможность, ну, по крайней мере, как-то что-то зарабатывать, да. Вот это меня волнует, потому что, ну, мы не пропадем, так или иначе. Ну, конечно. Но прям вот так, я не знаю, как, что каждый обязан заниматься популяризацией, я так не считаю. То есть, Нет, это понятно, нет. Ну, и что ты должен там эти соцсети, чтобы популяризировать, это еще полным бредом. То есть, как бы, если душа лежит, мы популяризируем. Ну, да. Плюс, мне кажется, тут же это как бы такой, ну, или не обман, что, ну, в принципе, ты популяризируешь, но в итоге ты надеешься, что какой-то спонсор ты как бы выцеганишь. Нет, ну каждый думает о себе, и это нормально. Просто можно думать о себе, при этом еще делать для себя хорошо, и чтобы другим было хорошо. То есть тут надо просто, ну, находить где-то золотую середину. Ну, как, условно говоря, я считаю, вот хорошо делать Гири, к примеру. Он как-то и себя выпячивает, но при этом никого не обижает, и как создает такую вот движуху, создает такую какую-то, ну, борщ такой варит он все время, что-то там кого-то подденет, здесь кого-то подденет, да, кто-то на него обижается, кому-то он нравится, то есть, ну, создает какой-то вот, из ничего создает какой-то, ну, кипиш такой чуть-чуть, как бы, который, в общем, особо не вредит никому. А прежде всего ему, ну, позволяет, мне кажется, играть в турнир, где, может быть, без этого он бы не сыграл. Все-таки пиар в шахматном мире, мне кажется, очень важен. Ну, не знаю, для чего он прям важен. Ну ты вот зачем шутишь на пресс-конференции? Ни с чем, просто только потому, что нравится. Ну, ты же раньше этого не делал, а в какой-то момент стал это делать. А просто, понимаешь, раньше были пресс-конференции, их никто не смотрел, ради как что ты, ну, это бисер перед свиньями. А потом, ну, как-то где-то, вот я помню, вот в Берлине особенно, на претендентах, там Это полный зал. 2016. Ну да. Да, 16 год. Ну, там полный зал людей на пресс-конференции. Действительно видно, что интересно, но тогда совсем другое. А иначе, ну да, мой соперник хорошо играл, у меня было небольшое давление и так далее. Я надеюсь, все оставшиеся партии также провести на высоком уровне. Я буду стараться, прикладывать все усилия. Спасибо, да. Ну, а если действительно есть интерес, ну тогда и сказать хочется что-то интересное. Ну, то есть ты это просто сделал по зову сердца, да? Я клянусь. Это не концепция, да? Нет, ни в коем случае. Понятно.
Ну а как ты относишься к знаменитым видео, которые после этого появились на YouTube? Ну, появилось. Ну, какие-то забавные действительно были моменты, да. Ну тебе это приятно или все равно? Ну, все равно, да. Я так и думал. Не, просто у меня в какой-то момент дочка нашла и говорит, смотри, какое про тебя видео. Ну, причем случайно она наткнулась просто на YouTube. Ну, это, ну, приятно, можно сказать. Ну, а так, ну, не имеет значения. Понятно. Теперь у меня вопрос про российские шахматы. Угу. Вот, во-первых, я хотел поговорить про Олимпиады, но потом понял, что я даже не знаю, о чем говорить, как бы, честно говоря, потому что такой вопрос достаточно, мне кажется, болезненный, поскольку и ты, и другие шахматисты наши, мои товарищи тоже как бы столько приложили усилий, вот если взять за жизнь, за эти там 18 лет, сколько приложено усилий, чтобы выиграть эту несчастную Олимпиаду, у тебя какое-то рациональное объяснение есть тому, что это не получилось до сих пор делать, кроме того, что ну просто не получилось, потому что мы как бы как хуже играли? Прямо рационального нет. Я уже думал, что, может, я проклятый какой-то. Я поэтому даже был рад, что меня не взяли вот на... А ты-то почему думал? Ну, я единственный, по-моему, кто играл во всех Олимпиадах, мне кажется. И... Не, ну ты не можешь быть проклятым, ты ее 2 раза выиграл. Ну, не знаю, может, после этого что-то я сделал, и вот прокляли меня. Но я даже был рад, ну, как-то, ну, не прямо рад, но вот какой-то частичкой, так сказать, что меня не взяли. Я подумал, может, без меня тогда выиграю, но тоже не выиграли. То есть я не знаю, я честно не знаю. Этот гештальт хочется закрыть, как бы в итоге? У тебя остается какое-то вот ощущение, что ты еще, если будет такая возможность, как бы приложишь усилия? Нет, если будет возможность, ну, приложу, да. Если в команду попаду, приложу, конечно. А как вообще оцениваешь состояние? Нет, я имею в виду, что в целом, конечно, я неудачно играл в Олимпиадах, то есть тут что нужно честно сказать. Ну, какие-то были, может, хорошие, но в целом я ниже среднего с чем это уровня связано? играл. Я не знаю. Ты вроде очень мотивирован обычно за команду играть. Нет, насколько я конечно, помню. там атмосфера, очень специфическая на Олимпиаде, то есть, другое дело, что она для всех специфическая. Я не знаю, тут, честно, у меня нет ответа. Ну, это вот такое мое, можно сказать, жизненное поражение. Ну, не знаю, пока еще бороться, буду продолжать, если будет возможность. Понятно. А как вообще оцениваешь сейчас ситуацию в российских шахматах? Возьмем, наверное, до пандемии, скажем так. Ну, мне кажется, что в целом очень много, очень-очень, но много сделано для шахмат. Другое дело, что мне просто, как сказать, я немножко с направлением не согласен, в котором это все делалось. То есть очень много вот в пиар именно вкладываю, усилий там, я не знаю. Но мне это не близко. То есть, понятно. То есть, например, не знаю, у меня все время было такое впечатление, что, например, Олимпиаду выиграть, не ради того, чтобы Олимпиаду выиграть, а чтобы потом об этом можно было везде сказать, написать. Но это не мой подход. Я не говорю, что этот подход неправильный, просто, он мне очень не близок. Я не знаю. Все как, это глупое сравнение, но, условно говоря, Великую Отечественную войну выигрывали не для того, чтобы потом парад победы можно было провести. А тут вот иногда какое-то такое впечатление возникает. Может, это только мое впечатление. Но в целом, безусловно, очень много сделано. Очень, мне кажется, поддерживают сейчас юниоров, юношей, девушек, даже детей. То есть, как бы, видно, что не наплевать на все это, то есть... Это, пожалуй, самое главное. Да. А вот я читал твое интервью где-то 2008-2009 года, ты очень точно предсказал доминацию Карлсона на ближайшие 10 лет после этого, соответственно. У тебя сейчас какие-то есть мысли по поводу того, кто, как бы 2 вопроса. Первый, кто из наших шахматистов молодых может вмешаться в борьбу за звание чемпиона мира, если таковая будет? И на мировом уровне, кто из молодых у тебя вызывает вот такое вот, пристальное, скажем, за кем ты наблюдаешь? Из наших, я не знаю.
я не знаю. Мне кажется, Артемьев мог бы, но уже, может быть, время чуть-чуть ушло. Потому что, не потому что он старый, да, ему там сколько, 22, наверное, или сколько-то. Да, 23, но по-моему. мне кажется, вот этот возраст, почему, например, ну вот все там, и Карлсон, и Каспаров, Фишер, там, Карпов, то есть вот эти годы, там, ну, условно говоря, там, между 16 и 20, да, они в плане становления, они, ну, золотые, то есть их ты потом можешь, условно, в 30 делать в 3 раза больше, а эффекта меньше будет, да, то есть в этом возрасте, ну, нужно максимально, как бы, базу заложить, вот максимально серьезно заниматься, там, относиться. А у него, ну, вот этот период прошел, видно, что никакой серьезной работы над шахматами, ну, не было в этот момент. И, то есть, ну, способности у него огромные, но прям, что вот так за самые первые места, я боюсь, что, ну, какие-то титанические сейчас усилия нужны будут. Вот. Из совсем молодых, я не так хорошо знаю, ну, Есипенко, безусловно, будет сильным очень гроссмейстером. Прям что за первые, сложно так пока сказать. То есть, прям если, не знаю, если мне обязательно отвечать, я бы сказал, скорее нет, чем да, но буду рад ошибиться. А вот из совсем молодых, я, честно говоря, плохо знаю. Вот Володар Мурзин, вот он меня обыграл на Аэрофлот Блице. Ну, мне кажется, способный, естественно, очень парень. А так я просто не знаю. А в мире вообще? Ну, в мире, возможно, какие-то вот эти индусы, ну, я их так не всех друг от друга. А про них все так говорят, просто индусы, как бы, вот этой группой, с которой занимался Крамник, как ну, бы, да, так скажем. просто не, ну, просто дело в том, что я знаю, естественно, Сарин, Прагнанда. Да. А дальше вот есть несколько индусов, я не знаю, как бы, кто из них посильнее, кто из них постарше, кто помладше. Возможно, вот кто-то из них вот там, ну, я не знаю. Ну, они мне чем-то напоминают эту группу Тутберидзе по фигурному. Реально, ну просто полгода прошло, а там уже совершенно другие, да, на первых местах. Ну и Фирузак, естественно. А как ты к нему относишься? Ну, что безумно способный, ну, плюс у него вот это есть, вот в отличие, чего не было у Артемьева, ну, фанатичное совершенно увлечение шахматами. То есть это есть, то есть способности есть, вот этот фанатизм есть. Ну, кстати, вот еще часто спрашивают, там, сексизм это не сексизм, говорить, что женщины слабее мужчин, да? Сейчас это уже сексизмом стало считаться. Да. Хотя я не понимаю, это почему. Не перестало быть правдой. Ну да, ну просто одна из причин, почему женщины слабее, что, ну, у женщины почти не может быть такого фанатизма, как у мужчины. Просто, ну, наверное, по физиологическим каким-то, да, потому что, ну, женщина изначально, ну, чтобы детей родить, там, заботиться. А, ну, ясно, что этому какой-то фанатизм мешать будет, да, а мужчина, ну, в принципе, ну, достаточно 5 минут ему, да, чтобы ребенок, да, получился. Да. Или, как говорил Жванецкий, одного, ну, да, неловкого движения. Да. И, то есть, женщин вообще с таким вот фанатизмом, как у реально фанатичных мужчин, да, вот, ну, читаешь там в спорте, вот, ну, великие какие-то там баскетболисты, да, там, Ларри Бёрд, там, ну, Майкл Джордан, само собой, то есть они там проиграли тяжелейший плей-офф, там, 7 матчей, там, уползал с площадки, после чего просто той же ночью пошел тренироваться, да, что вот в следующем сезоне все-таки вот мы им надерем задницу. Ну, что так женщины сделали. Я не то, что не встречал, я даже представить такого не мог. Ну вот, и у Фирузы это есть, так что вот, да, как бы, если не объединять, по крайней мере, индусов в кучу, то, безусловно, он как бы главный. Саша, вот скажи, пожалуйста, тут такой вопрос, я его немножко переформулирую. Спрашиваю тебя дать 3 ценных совета для жизни, как отец сыну. Я не думаю, что тебе комфортно будет отвечать. А вот если бы ты мог
магическим образом изменить в своей шахматной карьере что-то, в отношении к шахматам, в занятиях, что бы ты изменил? Я не знаю, потому что это нужно было всю жизнь поменять. Единственное, что купить компьютер пораньше. Потому что реально вот, когда я перешел благодаря Этьену Бакро вот перед матчами в Казани с ноутбука на реально стационарный компьютер, там многоядерный, я понял, я до этого не мог понять, почему каждый раз вот эти, самые ведущие, каждый раз я анализирую, хоп, по дебюту какая-то фигня получилась, хоп, фигня, а потом я понял, просто мощнее, в разы, как бы, в десятки даже раз, то есть, это микро такой совет, но... А в юности? Опять я говорю, только это бы привело к изменению всей жизни. Поэтому так я не могу такие советы давать. Потому что еще, не дай бог, там, в какой-нибудь параллельной реальности я ими воспользуюсь, там, знаешь, эффект бабочки пойдет. Ты веришь в это? Нет, просто, это, больше как шутка, но... А вот компьютер, да, не помешал бы купить. Слушай, а вообще ты вот говорил, что ты агностик. Ты сохраняешь эту, что ты как бы, допускаешь, скажем так, наличие чего-то, но не особо об этом думаешь. Ты как вот, сейчас у тебя какое отношение к этому? Нет, я, конечно, верующий, но ни в одну из религий не верю. То есть я в целом верю. Понятно, я не говорю о религии, я говорю о вере в Бога. Да, безусловно. Но я даже не могу сказать, что какая-то... понятно, что по идее я как христианин должен быть, но тоже Нет, не ты верю. ничего никому не должен. Как сказать, по национальности, по месту проживания, по бэкграунду, сейчас так это уже, сказать. знаешь, как бы... А бэкграунд у тебя же все физики, они обычно... Не, все равно, Россия же православная страна. Да. В целом. Понятно. Питомцы домашние? Был пес Зева, Зевс его звали. Зевс. Нет, Зевс. я говорю пес. Пес Зева, мы его звали Зева, Зевс. Он, получается, на 13 лет меня младше. Уже умер, конечно. Но я его очень любил, очень. Я безумно был рад, когда родители взяли его. Я вообще всегда мечтал, чтобы у меня были какие-нибудь братья, сестры, но никогда не было. И вот он мне, я вся к нему как к брату относился. Сейчас нету, конечно, сейчас как бы и так достаточно. И так достаточно, да? Да. Слушай, а дети сильно отвлекают от карьер, так скажем? Потому что я тут смотрел, как ты там играл какие-то через 24, что-то там, дети орут. Нет, в этом для меня-то онлайн действительно чуть-чуть другая игра, да, из-за этого. То есть я поэтому сейчас последний турнир, который играл, вот Сан-Луис, да, онлайн, я в гостиницу переехал, но я просто не смог, за день до турнира, я переехал прямо в день, там буквально за пару часов до начала, и в первый день я пол из 3 набрал. А потом, уже полегче стало. Там я набрал +3 за 2 остальных дня, Карлсона обыграл. То есть, да, и такой есть момент. Но я говорю, если ты уезжаешь на турнир, то это ничего страшного. Просто, конечно, с дома вот играть эти серьезные турниры невозможно. Я все, допустим, вышел из группы на Магнусе, да, а группа-то была все-таки, дай бог, Карлсон, Накамура, Артемьев, Дубов, я Хари Кришна. Я сумел выйти. Игра из дома, да. Но в итоге я понял, что все-таки, если серьезно пытаться хорошо сыграть, нужно не с дома, да. Жизнь меняется сейчас сильно. Хорошо. Нет, для меня, честно говоря, вообще эти шоком стали турниры Магнус, потому что когда прервали претенденты, везде эти карантины навводили, и я полностью расслабился. То есть я месяц вообще шахматы, я компьютер не открывал, в смысле компьютер открывал, но я ввиду шахматные программы не открывал. И вдруг объявляют, потом какой-то турнир, ладно, я думаю, покомментирую. А потом хоп, и меня позвали, мне просто это как обухом, так сказать, по голове, потому что я был вообще не готов. Все-таки, все какой-то организм должен быть на каком-то уровне, тонуса, да, что ли. А я полностью, то есть я подумал, все, сейчас полгода вообще ничего не будет. И действительно, вживую полгода-то ничего и не было, но
Для меня это просто каким-то шоком стало. И первый турнир еще он совершенно шоково сложился. То есть я там 12 человек, но уже в 8 попасть. То есть, ну, по идее, трудно не попасть, да, но плюс мне еще Динк ферзя зевнул. Я вышел на +1, там туров за 5 до конца. Это Но турнир? подумал, Это височный, что ли, турнир или какой? Линдор, это его выиграл Дубов. А, вот Линдор, да. И, ну, думаю, что... но тут, как назло, если бы я играл бы оставшиеся туры с более-менее верхушкой, ну, понятно, что меня ничья устраивает, да, раз у меня... Ну, и их, скорее всего. Ну, и так, ну, я не буду прям расписывать. Ну, это же солидно часто разыграли, бывает, как бы ну, расписали ничья, в голове, условно. Да. Поняли, что... Мне, как назло, фактически все оставшиеся туры я играл с теми, кто, ну, в минусе, и то есть им нужно выигрывать. То есть я пару партий проиграл, Дубову и Фирузе, но думаю, ну, 50% уже, по идее, должны в 8 попадать, да, из 12. И в последнем туре там черными с ВИ, там я на борьбу, там сицилианскую сомнительную, шикарную партию сыграл, очень хорошую. Выиграл, там счастливый, а потом я поделил 7 и 9, и, естественно, 9 по коэффициенту. И просто, ну, кстати, к вопросу о топ-5 разочарований. Ну, по крайней мере, очень близко, да. А ты себя считаешь невезучим, что ли, человеком? По мелочам. Я по мелочам считаю себя невероятно невезучим человеком. То есть, ну вот какой-нибудь, вот знаешь, в аэропорту ты стоишь, вот там 20 очередей на паспортный контроль, ну вот в которую я встану, ну обязательно передо мной какой-нибудь окажется там что-то у него не так. Ну вот по таким, нет, в целом я не бытовых вопросах. А вот по таким вот, по каким-то, ну по большому счету неважным вещам, да, очень невезучий. Слушай, а ты вообще рассеянный человек? Нет. Нет? Нет. То есть ты, ну, все помнишь? Как нет, у тебя ну всё может, чётко? я не знаю, ну по сравнению с по-настоящему нерассеянными людьми я и рассеянный, но Ну, ты можешь проехать там свою остановку в метро, условно задумавшись о чем-то? Пару раз в жизни было, пару раз. Просто смотря на тебя во время классических партий, может сложиться ощущение, что ты такой человек, который может задуматься и уехать до конечной станции. Нет, я же Нет, в целом-то обычно это контролирую. Почему? Я же не то, что я прям хоп и 40 минут прошу. Нет, я так, ну еще 5 прошу, еще 5, еще 10. Не. Ну, по крайней мере, на фоне шахмат не рассеянный совершенно. Ну да. То есть нестандартный образ шахматиста. Думаю, нет. Ладно, друзья, ну что, будем заканчивать. Я исчерпал свой лимит вопросов. Да мы с Сашей оба человека курящие, да, 1,5 часа уже пора покурить. Всем спасибо огромное. Извините, я сегодня не смогу озвучить ваши вопросы. Мы вопросы собирали заранее, поэтому я вот что мог озвучил. Напомню, кстати, что завтра, сегодня пятница, да? Да, завтра мы играем вечером, мы, в смысле, канал наш, клуб на Личесе, мы играем вечером с Шиповым и Жигалко, будем бороться клубом нашим. Саша, приглашаем тебя, если у тебя будет вдруг 2 часа свободного времени. Ну там на Личесе проходит турнир клубов. Ага. И там есть клуб Шипова, есть клуб Жигалко, там еще какие-то американцы, Пингвин какой-то там. Это Буллет, да, наверное? Не-не-не, это Блиц 3+0, у нас там клуб, мы как бы формируем команду, ну и там комментаторы наши, Шиманов, Мирошниченко, Бореев там будет играть, и мы, в общем, там будем бороться с монстрами. Это как бы командная игра, она длится 2 часа, 3+0 контроль, и в зачет берутся первые 20 результатов. То есть там вообще просто там человек 100 в команде? Больше. Больше. Может и 500 быть, сколько угодно. Да. Ну, такая не знаю, посмотрим. Я на прощание историю одну расскажу. Я вот в последнее время вообще сил не было даже вот этот вторник сыграть. Наверное, штуки 4 подряд пропустил. А сейчас вот в этот вторник думаю, все, сыграю. Значит, что-то как-то бодрый, думаю. Значит, и там, ну, в общем, он в 9 вечера начинается по Москве. Там, ну, как-то детей укладываю, думаю, вот как раз 3 минуты остается, успею перекурить. Значит, курю, бегу к компьютеру. Турнир начался, ну, вот реально 10 секунд назад. Значит, 0 пока получил за первый. Уже я не был зарегистрирован, дело в том, что я не нажал. Если бы зарегистрирован, партия начинается, и не страшно, ты можешь на минуту потерять, там, ну, первый тур обычно не очень сильно. 0.
Ну, ладно, еще 1-0 это не трагедия. То есть, примерно нужно теперь все остальные партии выиграть, но, ладно. Значит, 2 выигрываю. А дело в том, что раньше же звания были какие? ГМ, да? Да. И М, международный мастер. То же самое женский гроссмейстер-мастер. Потом еще ввели ФМ, да, ФИДе-мастер. Угу. А сейчас, оказывается, звание есть ЦМ, это кандидат в мастера, НМ, это National Master, и плюс еще то же самое женщина. Вы знаете, этот турнир раздувается, и последние партии в туре, это всегда играет какой-нибудь ВЦМ с каким-нибудь НМ. И играют, какой-нибудь ладья против ладьи. Это каждый тур так заканчивается. Я какую-то, смотрю, 2 партии осталось, какую-то из этих жму, как всегда, это ладья против ладьи играют. Я что-то нажимаю, даже, вообще, я даже, честно говоря, не знаю, что я нажал. Оно что-то мне, хоп, типа вы вышли с ческом. Я тут же жму «Войти», все нормально, получаю сообщение. В связи с тем, что вы не были онлайн на начало очередного тура, вы получаете бай 0 очков. Спасибо за такой бай. И все, 2 из 4, продолжать турнир незачем. Раз за месяц я решил. Невезение по мелочам, да? Да. Интересно, в чем тогда везение выражается? В смысле, глобально все хорошо? Да, шучу. Ладно. Желаем нам всем, и тебе в особенности, чтобы глобально было все хорошо, а по мелочам можно пережить. Все, друзья, спасибо огромное. Все завтра играем в 10 вечера за нас. Кто не может играть, тогда болейте. Спасибо большое, всего доброго, до свидания. Спасибо.